Здравствуйте, уважаемые коллеги, с вами Мир Моделей, меня зовут Павел. Сегодня у нас экскурсия по новинкам наших магазинов. Пришла очень интересная новинка от компании Tamiya, модель знаменитого истребителя сухопутных войск Японии, истребитель Ки-61, которого называли они сами Хиэн, в переводе с японского «ласточка». Значит, данный самолет был разработан под руководством конструктора Такео Дои. Значит, машина интересная тем, что это единственный истребитель вооруженных сил Японии, который оснащен рядным двигателем, так как все в основном японские машины имели двигатели воздушного охлаждения. Именно жидкостное охлаждение японцы не имели технологии, и здесь использовали лицензионный двигатель, который производила фирма Kawasaki. Назывался он у них под индексом Х-40. Это не что иное, как лицензионный двигатель Daimler-Benz 601. Это то, что немцы ставили на мессершмиттах модификации Е, а также на мессершмиттах 110-х. Значит, что интересно, что вооружен довольно-таки для армейской авиации довольно-таки серьезно. Имел два крупнокалиберных 12,7 мм пулемета над двигателями и две 20-мм пушки. То есть, в принципе, самолет довольно-таки серьезный. Если вспомнить, как начинали войну японцы на Ки-43, имея всего лишь два пулемета калибром 7,7, то, конечно, здесь огневая мощь истребителя существенно возрастает. Вот такая интересная модель. Не могу сказать, что фирма Tamiya заранее делала какие-то пресс-листы, но взяла и выпустила. Выпущено интересно, с любовью, делают сами себя. Теперь поближе будем посмотреть, что же находится внутри коробки. Еще раз немножко посмотрим коробку. Очень хорошо узнаваемый силуэт. На многих кадрах видеохроники очень часто именно эта машина повторяется. На боковой части есть один из вариантов, предложенных в декале в наборе. И еще один вариант находится здесь. Теперь непосредственно заглянем в коробку. Скажу предварительно, по просьбе коллег сразу мы сняли все с целлофан, так сказать, сняли, для того, чтобы сразу было видно, что есть где. Первое, что хотелось бы сказать, то что одни из основных литников — это литники непосредственно фюзеляжа, корпуса. Присутствует здесь у нас, на втором литнике у нас присутствует пилот без головы. Голова дается здесь, она отдельная, с имитацией кислородного шланга. Топливные баки здесь даны, элементы кабины. Товарищи японцы дают двигатель, но двигатель, капотов, вариантов для открытого доступа к двигателям нету. Делают они в связи с тем, что они решили использовать прозрачную одну из половинок фюзеляжа, сделать ее, допустим, прозрачной, чтобы показать внутреннее убранство данного самолета. Не знаю, насколько это будет востребовано, решили они поступить таким образом. В принципе, здесь для этого и дан двигатель. Здесь, в принципе, по большому счету, люди его будут собирать, скорее всего, наглухо, потому что на него будет крепиться эта ось винта. Я бы собирал без прозрачного остекления. На мой вкус цвет все-таки самолеты должны быть, как они должны быть. Остекление дается в двух видах. Здесь оно дается из двух частей, то есть закрытое. И можно, используя одну из деталей лобового козырька фонаря, эту часть сделать сдвижной. Значит, по идее, поскольку я имею небольшой опыт, эта часть должна быть немножко шире, чтобы могла задвигаться на заднюю часть фонаря кабины. Теперь мы посмотрим. Здесь дается масочка. Здесь уже нужно, она в отличие от Эдуарда, она не прорезана, то есть нужно аккуратно вырезать эту масочку, вырезать ее по контуру и наклеить ее, соответственно, на
фонарь кабины. В инструкции наверняка, мы к этому еще подойдем, есть, так сказать, порядок нанесения данных элементов на остекление кабины. Ну, вот дается декаль на два варианта. И дается вот такая вот техничка. Здесь они дают ремни, ну и значки побед. Ну, это желтое наносится на край, это самое, на кромку крыла. Это мы сейчас, с вашего позволения, уберем в сторону пока. Вот, мы немножко сегодня нарушил порядок. Вот, у нас тут в Санкт-Петербурге наконец-то наступило тепло. Вот, и в связи с этим я обычно обозреваю как бы инструкцию по сборке в начале, но вот тут получилось в конце. Ну, понятно, традиционная книжица, где идет порядок сборки. Вот таким вот образом. Вот. Немножко по-другому они решили сделать, в отличие от другой фирмы. Но я думаю, что я сейчас чуть-чуть попозже это вам объясню, каким образом. Но видно, что элементы кабины собираются частично, а кабина вставляется снизу через отверстие, потом уже закрывается собранными частями крыла. Легким движением руки переворачиваем. И вот еще дальше тоже различные варианты сборки. Вот то, что я вам говорил. Вот наш фонарик. Вот наша масочка. Позиционируем так же, как она здесь указана. И соответствующие элементы наклеиваем туда, куда указано и непосредственно в инструкции. Ничего здесь сложного нету. Значит, самолет предполагается здесь как опция. Это оснащение его топливными баками. Самолет мог нести и бомбы, но бомб здесь нету. Поэтому бомбы, именно японские, нужно искать где-то отдельно. Ну, может быть, остаются они, если люди занимаются, вот, допустим, целенаправленно собирают японскую авиацию, я думаю, что у них в других наборах бомбы могут оставаться. Вот, что бы теперь хотелось сделать? Ну, поскольку есть возможность посравнивать, ну вот чуть-чуть посравниваем, потому что до выхода этой замечательной модели была другая замечательная модель. Эта фирма делала в свое время Хасигава, и что удивительно, о боже, тот же самый самолет. Вот фирма Хасигава, до этого она была, так сказать, королем рынка вот в этой модели, в этом масштабе. То есть, видите, похоже, вот точно такой же самолет они делают. Точно такие же делают обозначения. Немножко вот тут, вот, по-моему, что-то вот с этими символами. Но это, думаю, что японоведы знают более точно и более лучше. Значит, самолеты, они у них, естественно, были цельнометаллические. Выпускались они с завода полностью не окрашенные. То есть они имели цвет натурального металла, алюминий, дюроалюминиевые листы. В частях на них наносили вот такой вот камуфляж, потому что это облегчало самолеты при маскировке на земле. Все-таки сухопутная авиация, использовались они с земли. Ну вот, заглянем сюда. То есть вот это вот мы только что посмотрели. Вот мы специально в сторону вот так вот откладываю две коробочки. Вот такая вот модель от фирмы Хасигава. Значит, ну вот так вот, чтобы вы видели. Вот это вот у нас Tamiya. Это у нас Хасигава. Ну вот даже по небольшим этим самым видно, что немножко они по-другому как бы расчленены. Если у Хасигавы по-другому сделана нижняя часть, там, где находится радиатор охлаждения, вот у Tamiya это сделано вот таким вот образом. Вот крыло, ну понятно, что здесь крыло дано для Хасигавы из двух частей. Вот таким вот образом представлено у фирмы Хасигава. Представлено вот такое вот членение, другое. Но, тем не менее, угадывается общее сходство. Ну, понятно, что прототип один. Топливные баки тоже здесь предоставлены. Бомб у Хасигавы тоже нету. Но вот фонарь, вот здесь, видите, вот он, в отличие от тамиевского, дан вот таким вот образом. То есть он дан сплошняком. То есть, если вы хотите его сделать открытым, то его надо просто резать, что, в принципе, ну, можно и испортить.
Поэтому, конечно, здесь они сделали по-другому. Я считаю, что вот это, конечно, более правильное решение. Две модели. Одна новинка, совершенно свежая. Вторая, можно сказать, уже старинка. Ну вот, инструкция фирмы Хасигава. Немножко здесь другие варианты. То есть, опять же, есть знаменитый самолет, который очень часто попадается. Многие фирмы его копируют. Хасигава делает точно такую же модель, выпускает в 32-м масштабе. Ну, вам выбирать, что именно из этого собирать вам удобнее. Еще единственное, что немножко вот хотел бы обратить внимание на то, что немножко остановлюсь на инструкции. Tamiya, в отличие от фирмы Хасигава, дает очень красивую развернутую окрасочную инструкцию. Вот такую вот она дает. То есть это самолет Шинзо Такашима, самолет тот самый. В принципе, если вы посмотреть внимательно, то это получается в масштабе 1:1. То есть вот я специально прикладываю. Для чего это сделано? Ну, в принципе, можно использовать как наглядное пособие по нанесению пятен камуфляжа. Конечно, это очень удобно, это очень здорово облегчает жизнь. Вот. Первым я с этим столкнулся, когда собирал тамиевский Мессершмитт. Более четко, конечно, отлито, более очень тоненько, аккуратненько. Конечно, Tamiya делает очень хорошо. Ну, той модели все-таки уже довольно-таки много лет, поэтому я не могу их ругать, хотя, в принципе, я тот модель собирал. Вот. И вот второй самолет, это у нас Терихика Кобаяши. 244-й Сентай. Вот такой вот самолет. Самолеты в основном используются для перехвата тяжелых американских бомбардировщиков. Вот здесь вот нарисовано, как он, даже один из них, возможно, атаковал. Вот. Но все равно самолеты шли с большим сопровождением, истребителем Мустанги, Тандерболта. И, конечно, даже используя такой хороший с точки зрения самолет, все равно японцы несли большие потери, потому что все-таки количественно американцы их, конечно, превосходили. Вот, уважаемые коллеги, вот такая вот пришла интересная новинка. Фирма Tamiya выпустила очень хорошую модель известного самолета. Еще раз говорю, что до недавнего времени, кроме фирмы Хасигава, конкурентов на рынке не было. Но вот теперь появилась фирма Tamiya. Сделала самолет немножко по-своему. Ну, сделала интересно. Я думаю, что собирать эту модель будет интересно. И многие захотят иметь на полке рядом с Мустангами, Тандерболтами, Zero, именно непосредственно машину сухопутных войск, такую как вот Ки-61 Хиэн, что в переводе с японского ласточка. Так что вот такая вот интересная модель. Приезжайте к нам, приобретайте. Всего вам хорошего. Был Мир моделей. Меня зовут Павел. До свидания.